Привет, мои хорошие! Сегодняшнее видео о том, как сделать конкурсные типсы самостоятельно. Так что, если вам интересна эта тема, присоединяйтесь. А с вами я, Миронова Виктория. Сейчас вы видите одну из моих конкурсных работ, которую я рисовала примерно 2 года назад. Это была номинация «Один типс», тема рок-н-ролл. Когда я впервые увидела тему номинации, мне захотелось нарисовать Кита Ричардса. Но на стандартную типсу он никак не помещался, и я решила рискнуть и сделать самодельную. Обязательно прочитала еще раз правила чемпионата, не запрещено ли это вообще. Запрета не нашла, поэтому решила сделать типсу сама. Для изготовления своих типс я использую вот такую металлическую трубку. Также можно использовать разные баночки, трубочки, в общем все, что есть под рукой, круглое. Главное понимать, чем меньше диаметр трубки, тем больше получится арка. Протираю трубку спиртом, чтобы она была чистая. У меня есть вот такая гибкая силиконовая линейка, которая отлично принимает форму трубки, поэтому делать с ней разметку очень просто. Сейчас я эту типсу делаю просто для себя, чтобы порисовать в удовольствие, но когда я делаю такие типсы на конкурс, то обязательно изначально смотрю в правила, и там четко написано, какая длина типса должна быть. Наметочку делаю с помощью белой гель-краски. Эти линии не должны быть прям идеальные, просто чтобы примерно видеть, как распределять материал. После того, как контуры высохли, приступаю к выкладке материала. Сегодня я впервые буду делать типсу с геля, раньше я пробовала только использовать полигель. Сейчас, наверное, точно кто-то подумал, что я зря трачу такое большое количество материала на такую ерунду. Так вот, наверное, у каждого мастера есть баночки с гелями, полигелями, которые он покупает, но в итоге в работе они ему не понравились, а эти банки просто лежат где-то на полке. Для изготовления типс я использую именно такие материалы. Этот гель-желе неплохой по текстуре, но он не просыхает в большую высоту, поэтому я не люблю использовать его в работе, привыкла уже к более комфортным материалам. Так как я знаю, что если этот материал навалить большим куском, он не просохнет, поэтому типсу я буду делать в 2 этапа. Изначально промазываю все первым слоем, хорошо просушиваю его в лампе и выкладываю уже второй слой. Когда материал хорошо просох в лампе, постоял там достаточное время, я снимаю липкий слой. С помощью старого пинцета подковыриваю типсу, чтобы она отсоединилась от металлической трубки. Вот так выглядит типса, есть арочка, если бы трубка была поуже, арка была бы побольше. Но я люблю, когда арочка небольшая, когда типса плосковатая, на ней легче рисовать. Но это уже выбор каждого. Главное, чтобы типса не была вовсе плоской. Дальше все просто. Беру пилку и делаю опил. Всю процедуру опила я, конечно, вам показывать не буду, он занял у меня примерно 10 минут, я думаю, что здесь и так все понятно. Кстати, типсу из геля мне понравилось опиливать намного больше, ее можно сделать намного тоньше, чем типсу из полигеля. Гель тверже материал, а полигель гнется немного под руками, когда начинаешь его опиливать. Нашла старый баф и им шлифую типсу. После шлифовки типса готова, можно ее перекрывать гель-лаком и творить на ней чудеса. Думаю, что вы видите разницу между обычной типсой и типсой, которую я сделала самостоятельно. На типсе, которую делаешь сам, рисовать намного проще. Я очень надеюсь, что сегодняшнее видео было хоть немного полезным для вас. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну а с вами была я, Миронова Виктория.